Это слышали? Не знаю, у нас как-то видео заторможено вообще. И уже почему-то мы в эфире 2 минуты. Короче, идем. Тут горки катаются там вот. А мы идем дальше. Ну, туда. Там, короче, дальше парк. И мы ищем местечко, чтобы было солнышко, чтобы красиво, чтобы видео вот как раз уже, которое идет. Короче, хотим рассказать. Ну, во-первых, мы давно видео не записывали вообще. Все работаем на Амазоне. Время, сил, энергии не было, чтобы что-то там поснимать. Вот. Так, что мы хотим рассказать? Мы уже, кстати, работаем 3-й месяц на Амазоне. А 1-й месяц у нас был в утренние смены. Неполный месяц. И зарплата у нас была чуть меньше, чем мы ожидали. Вот. И уже месяц мы отработали даже в ночные смены. Это 4 недели. Короче, было жестко. Да? Было очень тяжело. Мы просто выживали, вот реально. Ночные смены — это просто какое-то испытание. Ладно, как бы, может быть, 1-2 дня в неделю. Но так 4 подряд недели. Короче, мы просто солнце вот не видели. И сейчас гуляем, и у нас сегодня выходной. Да. Я тебя перебью. Какие? Давай попробуем снять вон то. Ты можешь повернуть камеру? Да, видно, да, прикольно видно. Не, можешь так сделать, переднюю камеру. А можно менять? Вот, пойдем, да. Давай так пойдем, да. Ну просто попробуем. Хорошо. Расширим наши возможности. О, да, круто. Это университет, да, экономики. Прикольно. Да я тебе сниму просто, подушка отдых. Подойдет? Да, прикольно. Давай дальше пойдем. Интересно, видео тоже так будет появляться? Не знаю, просто мы на себя смотрим, и у нас прям приторможивает. Надеюсь, у вас, если кто нас смотрит, все нормально будет. Так вот, и в ночные смены работаем. То есть у нас автобус был около 5, а начинали мы работу в 5:45 вечера, и работали мы до 4:15 утра. А еще, кстати, в предпраздничное время у нас обязательно есть типа смены, но нам пока ничего не добавляли. И также еще по 45 минут они нам продляли смены. 3 раза нам выпадало на наши смены. Но это было тоже жестко, потому что... очень неприятно, когда работаешь 10,5 часов, и тебе еще добавляют 45 минут. Да, подарочек такой, да, предрождественский. Тут просто как будет Рождество, оно будет 25-го, да, числа. И вот этот вот месяц у нас такое прям типа предпраздничное, и заказов типа должно быть много. Но у нас вот выпадало только на ночные смены 3 раза. Еще даже дневную одну. Вот эти плюс 45. Ну, они нам заплатятся, конечно, побольше там будет. Вот. И все. И, кстати, вот сейчас мы работали, сколько смен, нам ни разу не добавляли. Все, вовремя уходили домой, счастливые. Блин, нам дальше идти. Да? Дальше идти? Ну, вон парк. Как сейчас переключу? Ты будешь туда, да? Вон туда. Да, тут устроили тут покатушки. Ну что, пойдем? Да, пойдем, да? Смотри, как пойдем. У меня уже рука устала, если честно, держать камеру. Давай купешку пойдем. Были бы ледянки эти тоже катались бы. Что? Левее держись, это тебя собьет. Вот это длинная, да, горочка? Ну да, ну сейчас был пакет из 5. Да, ну. В Kaufland, кстати, в магазине, это супермаркет большой Kaufland. Кстати, смотри. Да, с такой скоростью. Комочек такой крутится. С такой скоростью навряд ли она собьет. Так вот, этот Kaufland, и там выдают столько бумажные пакеты. Точнее, они продаются. И в каждом, кстати, супермаркете есть касса самообслуживания, и там все удобно, короче, нет такого, что надо постоянно звать там этого, который там помогает сотрудник. Все четко, короче, работает, удобно и быстро.
Так вот, что я там говорила? Про эти 45 минут, что добавляли. Сейчас не добавляют. Видимо, не знаю, может, заказов мало. Кстати, Да, даже... кстати, мы даже без работы сидели первый раз. Да, мы сидели реально. У нас был, кстати, 5-й день. Мы тут у нас график поменялся. Вообще по классике это 4-3. Вот. Ну, 4 работаешь, 3 отдыхаешь. А тут у нас вот декабрь, он просто по-другому. Все у нас 5-2. 5-2. И потом 4. И потом, короче, 6 дней у нас выходных, прям на Рождество. И потом еще 2 ночные смены, и все, конец месяца. Тут уже шум. Ну, мы должны пройти туда. Ладно, надеюсь, будет слышно. Может, ближе держать и громче говорить. У меня рука уже отваливается. Ой, секундочку. Так, все, по-моему, нормально. Так вот. И то есть у нас получалась неделя, прям 5 дней подряд мы работали. Это было прям реально жестко, но последний день был самый клевый, потому что дальше выходные. Всего 2 дня, а потом снова у нас должно было быть сейчас уже 5 дней. Но мы, короче, что? Да, сделали по-хитрому. Да, у нас, в общем, такое дело, что если, ну, можно 2 выходных брать, и они оплачиваемые в месяц. Вот. Так ведь? Ну или больничные. Но если ты больше берешь или еще что-то, то тебе премию просто в конце месяца уже не заплатят, там плюс 8%. Вот. Короче, мы записались на прививку, да? Да. И позвонили, сказали. Что? Да нормально, вот так. Нет. Ну, не такие длинные руки. Все. Выписывай, у тебя есть режиссер. Так вот, давай. На прививку мы решили записаться. Да. Взять... Кстати, сначала было... Сначала нам показалось неудобно, потому что нужно было пойти в больницу, в поликлинику, взять направление у врача, потом нужно пойти в пункт прививки и взять, записаться на прививку, чтобы тебе дали дату. В конечном итоге я попробовал сделать через онлайн, компьютер, да, онлайн, и все получилось. Да, но сначала... Они немножечко упростили эту процедуру, поэтому да. получилось. Но сначала нам нужно было в поликлинику прийти Да. со своими договорами, с паселями, вот этими номерами, которые у нас уже есть. Так вот, и с паспортами. Мы пришли, нас они туда себя записали, то есть у нас теперь есть как бы домашний личный врач. Личный терапевт. врач. Терапевт. Она, кстати, украинка, она по-русски говорит, потому что нас к польскому врачу не хотели записывать, потому что, ну, типа, как мы будем с ней говорить. И это был единственный день в понедельник, а в понедельник у нас смена была, и, возможно, нас могли задержать, и еще пробки по понедельникам. Короче, я очень переживала, получится, не получится, и нам время там поставили в 17:30 до 17:45, а у нас смена до 16:30. Привет, один человек. Ради тебя только мы это все записываем. У меня идея, может быть, оставить трансляцию, посмотреть, как это звучит, и потом начать ее уже в парке. Мы потеряем одного человека. Серьезно, так сделаем? Да может, Можешь останавливать. уже все пошло. Так вот, и в итоге нас, во-первых, не задержали. В 16:30 мы закончили, и на автобусе даже с пробкой мы, короче, успели. Успели, в 17:40 мы что-то там прибежали, и все сделали, нас оформили, короче, и, точнее, мы оформились на выходном, а тут нам просто направление дали, как бы нас занесли в базу, видимо, вот это на прививку. И все, и мы выбрали, в общем, потом Вартан уже через компьютер онлайн зашел там на сайт, тоже занес наши данные, там писель, и все, по-моему, и номер телефона. И там просто можно выбрать, во-первых, пункт, день и время. Вообще удобно. Да, даже можно выбрать, какую прививку. Да. Ну, в общем, четко, очень удобно и просто. И мы сразу с переводчиком это сделали, все понятно. Короче, и записались на воскресенье. И сообщили, конечно же, сообщили в Amazon. Блин, сирены тут, кстати, очень часто. И скорые. Да, и скорые, и моя рука просто уже. Как много снег сразу? Сейчас. Можешь продолжать бежать. Пока так поснимаю, потому что у меня руки просто уже околела и устала рука. Так вот, и получается все. Мы выбрали вот на воскресенье, на утро. Сейчас, кстати, 11 почти где-то утра. У нас на 10 были две прививки. Нет, там снег. Там везде снег. Ну давай, здесь можно.
Вот так это Не сделаем. налет сюда. Я тут, кстати, в парке перед университетом очень красивым в центре села прям на жвачку в джинсах одних. Обидно было. Смотри, какой красивый стол. Да, Фиолетовый. видно. Все, его. Ой, моя перчатка в самой. Можешь так подержать вас? А я вот так буду держать. Ничего? Странно. Правда? Нет. Пожалуйста. Может, на стол можешь привяжем? пальцы? Ладно, давай. Вот так. Хорошо? Хорошо. Так сделаем. Да. Ну вот, получилось у нас на воскресенье записаться. Мы сообщили через Viber на Amazon, что у нас вот будет эта прививка. Они просто нас все записали. Еще и в Амазоне я на работе зашла туда, сообщила, что типа все точно у нас там, чтобы обозначили, что мы на прививке, а не просто, где-то, чтобы нам потом премию. И у нас должно было быть 5 дней работы, и мы разбили эти 5 дней пополам. Да. Вот сейчас получается 3-й день у нас. Мы сделали прививки. Я не знаю, будет температура или нет. Да, в принципе, сейчас ничего не болит. Да, мы, кстати, Pfizer сделали. Он из 2 прививок состоит. И это немецкая, да? Да. Вот, да. и, короче, пока, мы и спутник делали, если что, в России 21 мая. То есть у нас уже полгода все прошло, все четко. Кстати, когда мы в Грузии были, мы тоже думали сделать что-нибудь такое, вот эту европейскую, да, которая принимается. Но мы не успели. Да, мы не успели, и нам это очень хотелось, чтобы потом куда-то вот так поехав, не надо было бы на карантине и все такое, но не успели. Зато сейчас сделали. Короче, рука болела сначала, да, когда делают укол, и потом как будто ее просто стукнули так хорошо, да, такая немножечко ноет вот такое. А сейчас, во время кстати, укола мне было очень больно. Ну, мне не очень было больно, Да? не знаю. Вот как будто прям шибанули. Она такая было. меня сейчас спрашивает, готова? А мне ничего не спросили. Я вот так головой, как собачка, знаешь, испуганная. Со слезой, да? Ну вот, короче, они говорили по-английски, но тут очень мало, на Амазоне мало говорят на английском, в основном все на польском. И, если честно, не очень удобно, что... польский можно понимать, но очень сложно. Там есть очень похожие слова, кто знает мне польский. встречались такие люди, которые так хорошо по-английски говорили, что я не мог с ними по-английски говорить. Да? Да. На Амазоне? Да. Короче, вот так вот. Кто-то говорит, кто-то ни русского, ни английского не знает, и все. И никакого контакта нет. Там менеджеры, лидеры что-то начинают говорить, и все. И ты ничего не понимаешь. Да, по большей части. Вот, да, и там тяжело. бывает так вызывают, это типа там 5 человек берут, перед экраном тебя ставят, тебе показывают какое-то там типа меню-видео про то, как надо там присаживаться, спину, там все, чтобы травму не получить, они заботятся о нашем безопасности, и вот ты слушаешь все по-польски, потому что по-русски у них ничего нет, и потом вы отвечаете на вопросы, это так, кто что думает, и там окей, в общем, такое, формальное, мне кажется, больше Могли мероприятие. перевести, да, в принципе. Там вот из работников, наверное, 80% не поляки, да? Да, и все они в основном Украина и Белоруссия, кстати. И когда узнают, что мне, вот там 2 девчонки, даже женщины и девчонки, они мне говорят, Белоруссия или Украина, они даже не знают, что я Россия, и из России там реально очень мало людей. И еще мне, кстати, девчонка говорит, а ты украинка или Беларусь? Из Беларуси? Я говорю, нет, она говорит, а твой акцент не понимаю, не такой, не такой. Когда из России, она, кстати, ничего не сказала, она так... А где это? Что где это? Нет, может, там эти отношения не очень, политика. Так вот, что еще хотела сказать? Кстати, у меня день рождения было, и день рождения мое все прошло на работе. У меня в ночные смены было, да? Да, в ночные смены, вот. То есть, и все, приходишь, мы поспали, мой день рождения, с работы пришли, поспали, проснулись, поели и пошли опять на работу. Вот такое было день рождения. Весело очень, да? Да, запомнится на всю жизнь. Что еще, кстати, про велосипеды? Тут же велосипеды, тут Nextbike, там приложение, все, я помню, рассказывала про это. И каждые первые 20 минут, как ты берешь это через приложение велосипед, и они бесплатные. Но главное не забыть закрыть. Да, там замочек такой сзади. Да, мы пошли гулять, сели на велосипед, такие радостные. Мы даже решили час покататься, да? Час, по-моему, 4 злотых, да, или 2? Первый 2. Первый час 2 злотых, да. А потом по 4. Да, второй час по 4. То есть выгоднее кататься час, потом остановиться где-то, припарковаться, поменять велосипед, да? Да, потом другой будет взять. Да. Мы, в принципе, так и планировали, да, но кое-кто забыл замкнуть велосипед. Это я? Да.
А я ни разу, по-моему, не забыл. Да? Хотя Вартан тоже сомневался, он говорит, блин, а я закрывал, может нет. Я говорю, блин, да это, ну, я, наверное. А Вартан такой, может это я, может я. Но все разы потом все встало на здесь. свои места, Да. да? Да. И приходится, ну, типа... Там, Короче, мы ушли далеко уже, да, гуляли. смотришь в приложение, там уже 4 часа или Да, 3 с Вартан чем-то, просто да? достает телефон, а там же показывается ваша рента, ну сколько вы типа Да. катаетесь. И там просто незакрытый велосипед, и 3 с чем-то часов было. А другой велосипед Да. А нельзя может- взять, да. чтобы туда доехать? Только 3 надо. Да, либо кидать деньги, да? Ну да, у нас уже нет, у нас просто надо было. Больше, ну, короче. Да, не больше. Приходится какой- ехать, бежать пешком, искать этот велосипед, Да. надеяться, что его никто не взял, потому что если его кто-то Да. возьмет, теоретически Могли бы он может... кататься просто весь день 10 кататься часов, на да, бесплатном и мы бы велосипеде. заплатили, да. Но у нас Мы было недалеко 2 раза были. так, да? Да, сейчас мы недалеко были от этого места, где этот велосипед, просто нам повезло. Еще и дождик, кстати, начался, помнишь? Да. Мы пошли, мы успели, он был там. Мы, короче, все закрыли, но заплатили за 4 часа, получается, уже. Потому что 3-й час уже Ну, пошел. даже так, если Что-то. посчитать, смешно, какие-то Да, копейки копейки, выходят, да. при том, что мы сколько раз бесплатно, просто Да. можно пересаживаться, 20 минут проедешь, там раз где-то еще присядешь. А вот я теперь себе тоже приложение это сделала, и теперь мы можем даже те же самые велики брать. Короче, вот. А второй раз был, когда я тоже не закрыла, но уже было очень холодно, помню. Да, и мы далеко ушли, да? Да, и мы взяли через мое приложение уже 2 велика и поехали туда, чтобы закрыть это. И слава богу, нам повезло, что его никто не взял. Мы его закрыли, ну там немножко мы. Ну, всё вообще, успели. если ты прям ушел домой или уже забыл совсем про него, в принципе, можно позвонить на Ну, эту наверное. службу, да? Да, только которая надо обслуживает. по-польски, по-русски, не знаю, Да. что с- В принципе, я сложно. думаю, что они могут отменить. Да. Ну, наверное, да, это, в принципе. Да, но мы просто этим как-то не пользовались. Ну, короче, просто вот это вот надо держать в голове, реально вот замочек А так закрыть. очень удобно, потому Да. что эти велосипеды прямо около нашего дома, Да, метров да, 500, на да? остановке, да, прям. Мы выходим, садимся, Катаемся, куда хотим, можно ехать. да, едем в магазин, едем Да. Только гулять, вообще очень удобно. Да, надо опять помнить, что есть такие станции, где вот все эти велики, там, ну, их много, там карта есть, все можно смотреть, но если ты поставишь в другом месте, которое не станция, то с тебя штраф берут 5 злотых, считается, снимается, а потом, ну, если ты этот возьмешь велик не, ну, из другого места, там все кнопочки нажимает. Так вот, и если ты его вернешь на базу, то тебе 3 злотых бонус возвращается. То есть, ну, если ты не туда поставишь, мы просто тогда в Кауфланд поехали, а там не было станции, мы оставили. А, короче, потом эти же велики взяли и вернули их на базу, и нам, получается, ну, 2 злотых мы заплатили. Вот такие моментики с этой Но вот сейчас, местной. конечно, не покатаешься на велосипеде, да? Потому Ну, что да. снег, Да, они мы- мокрые, холодно, да? Да, ну по снегу точно, но мы как-то из этого Ашана мы тогда доехали. Да. Но руки просто дико мерзнут. Ну так, сейчас, кстати, очень мало велосипедистов. Если видишь, что они обычно в горнолыжных, да, или очень Да. утепленные, там все. А так, ну вот когда мы только приехали, куча велосипедистов просто везде были. Так, что мы там еще хотели Ну, рассказать? про прививку все рассказали, да? Ну да, первую мы сделали, вторая, кстати, через 3 недели, у нас на 2 января назначена, это прям почти Новый год, точнее уже Новый год. Вот, ну мы, наверное, пойдем вот в этот день, может мы, кстати, еще один выходной, кстати, насчет еще одного выходного в следующем месяце, просто у нас мы подписали до 31 да, числа договор. По-моему, до 23. Не, по-моему, до 31 24 числа это всякие бонусы начисляются, последние. Все, давайте я могу подержать. Спасибо. Отдохнула. Так вот, ой, громкость. Да, ничего. У нас, ну, мы пришли, и получается, ну, вообще в Amazon в условиях на работе ты как бы на месяц только подписываешь контракт, и каждый месяц ты его продляешь. То есть, если ты там не устраиваешь, они с тобой просто не подпишут, и все. То есть, ты приходишь вроде на работу, да, хочешь спокойно работать, уверена, что у тебя есть работа, а ты можешь им не понравиться, или скорость, или что там, короче, просто тебя могут отказаться в любой месяц. Да, это если ты через агентство подписываешь. Да, мы через агентство подписали, Ну, через потому вот что все, кто из-за границы туда да, идут работать, сначала они они все... через это, да, а потом можно уже на Amazon перевестись, кстати, когда как раз от 3 месяца отработав, кстати. Ну ладно, это не об этом. Так вот, а мы пришли, мы, видимо, вот с октября же работаем, и это предпраздничные прям месяца, и нам подписали, мы прям подписали договор на 3 месяца, то есть вот до 31 декабря, и это очень круто. Ну, то есть мы спокойно вот эти 3 месяца работали, нам, в принципе, ничего вообще не говорили. Вот. И, ну, и 25 декабря надо подойти будет там к агенции и узнать, и, ну, переподпишут ли с нами контракт, да, еще на месяц.
правильно? Точно. Вот, и если переподпишут, то мы уже там можем там на карту побыта подаваться и все такое, но сейчас мы просто пока вообще не знаем, то есть чего ждать не Да, знаем. такая неизвестность, да, не ничего очень не приятно. говорят, да. Да, чувствуешь такое какое-то. Короче, переживаешь, конечно, как что дальше будет, но если что, мы как бы уже, конечно, думаем другую работу искать, чтобы, конечно, без ночных смен и еще Да. что-то. И без ночных смен, и поближе, потому что мы туда добираемся, ну, где-то за час. Мы вот реально едем, да. Да. Еще с пробками, если это, ну, тоже очень неудобно. И, в общем, это, как бы, конечно, на усталости, на, не знаю. Дополнительно каждый день по 2 часа Да, добавляется. нагрузка вот такая. Вроде ничего сложного, сидишь в удобном таком, типа, автобусе, там обогревается, все такое, но Но лучше дома сидеть. отдыхать, спать, там, не знаю. Так, что там еще хотела сказать? У меня есть в телефоне, я просто понаписала там немножко. Может, из последнего что? А из последнего мы рассказали про прививки. Ну, как мы пошли гулять и неожиданно наткнулись на ярмарку. Да, ну мы как бы знали, что в Германии там есть. Ну, то, что мы в знали, Германии, что да. есть, да, но я не знал, что так рано. Рождественская Да. ярмарка, да. Ноябрь еще Да. был, да? Да, мы ночью, вечером пошли. Да, пошел снег, Был мокрый снег, да. Мы решили погулять, вышли и пошли в центр, и бац, там все светится, там настоящая ярмарка. И там столько народу было, да, воскресенье, Да. потому что. Да. А еще, кстати, мы ночью, когда у нас ночные смены были, мы тоже пошли в центр и увидели, как она строится. Там вот много все было закрыто, все строили, там вот эти Да, домики. стояли будочки. Да. Мы тоже деревянные. поснимали, может, как-нибудь видео тоже сделаем, просто когда время будет или Ну, еще вообще что-то. нужно будет еще раз сходить и снять, Да, потому что я еще. снимал в не очень хорошем Ну да, там качестве. был прям очень мокрый снег, да, и всё такое. Мы так замерзли, просто калили, не знаю. И, кстати, мы купили вот термобелье, типа термобелье в Ашане, да, ой, не в Ашане, в Декатлоне, там за по сколько, по 1000 где-то, да, 1000 Ну, 60 низом. злотых, по-моему, стоит. Ну да, 1000, По ну 60 как бы злотых. по 60 злотых это штаны и 60 вверх. 1 злотый это 18-20 Да, рублей. но, как я уже в предыдущем видео говорила, что он живой, он то ниже, то выше, всегда... Относительно эти, рубля, но да, относительно да. доллара и евро он фиксирован, да? Да. Ну, мы так подсчитываем иногда зарплату частенько. Просто на 2 умножаем. Да. Ну, такие 20. новости, да. Купили термобелье, и нам стало тепло, да? Ну да, да, так, конечно, всё Купили равно обувь, потому что, тоже очень замерзали. да. Носки купили, ну так, поутеплились. Ну, сейчас сколько? Сейчас на улице минус где-то 2. Нет, днем, кстати, Да я сегодня... думал плюс. Да, уже 1 градус обещали вот утром. А ночью тут даже минус 7 бывает, так, минус 4. Ну мы уже более-менее привыкли. Мы живем еще около реки, и там Ага. влажность больше, чем в Да, городе. да, И поэтому еще холоднее, да? да. Одежда Ну, намокает, ну как сырость становится, и просто можно очень сильно замерзнуть. Да, 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 ощущается, поэтому всегда на 3-4 градуса прям ниже, чем пишут. А, кстати, еще такое бывает по ночам, да, по вечерам открываешь окно. Да, и запах какой-то мазью Бальзама Вишневского. Вишневский, Я да. думал, что это котельни какие-то топят, да? Сбрасывают, да. Да. Но это реально, вот знаете, вот как мазь Редко Вишневского. бывает. Может быть, ветер просто в эту сторону начинает дуть. Не знаю, да, странно. Такой Мы думали, может... дегтярный какой-то Да, запах. ну вот Вишневского, я знаю, что это мазь Вишневского, она прям вонючая, вот прям вот ну вот прям такой запах. И это, если что, не только у нас дома ощущается, потому что Да. мы, помнишь, в городе Выходили, были, да, и гуляли. ветер подул, и прям Да. чувствуется этот запах. Да, кстати, прям струйка, да, вот прям вот откуда-то идет. Да, и такая новость неожиданная, да, в интернете да, где-то да, мы да, наткнулись, да, что да. Вроцлав один из На самых... 5-м месте самый Да. загрязненный город, грязный. Но не потому, что тут мусор, смысле, да, потому- а тут, про тут- воздух, тут вообще воздух. очень чисто, да? Да, более-менее. Да, потому что тут заводы, тут очень много всяких заводов. Солнышко уже. Да, много заводов, да. Может, что-то оторваться. Ага. Ну да, вот такая новость. 3 человека. Максимум. Ну и, короче, нам очень повезло, что у нас один выходной, и мы прям вот сидим, солнышко поглощаем, витамин D, да. Да. Потому что вот серьезно, вот в ночные смены мы просто просыпаемся, и мы, помню, сели завтракать, и солнце заходит, короче, и уже за окном темно. Я даже вообще не ориентируешься, какое время суток. Да? Ты просто вообще как живешь будто в каком-то живешь в пространстве. каком-то Вакуум. текстуре какой-то, да, в космосе. Да. И засыпаешь, как обычно, под утро, когда уже солнышко выходит, там, в 7. Это вообще, это было просто И очень невозможно странно. выспаться, да? Да, я помню, что хочешь спать, и Постоянно мы хочешь долго спать спали, и мы есть. реально, да, выходные спали практически все. Но мы вот ночью все-таки выходили, гуляли, но
Ну как вот, ну ночью гуляешь. Идешь, никого нету, да. Ешь Да. мороженое посреди Да, города. да, мы тогда взяли прямо большое На заправке Милку, да? какой-то, потому что все магазины В закрыты. Жабке, да. Да. Сейчас. Кстати, тут Ой. в Польше по воскресеньям все магазины закрыты. Да. Да, но из-за того, что скоро Предпраздничные, Рождество, да, ага. предпраздничные дни, по воскресеньям все Мгм. работает. Да, обычно реально вот все торговые центры просто Да, в закрыты. ноябре, в Да. воскресенье ты ничего не купишь. Да. Помнишь, мы пришли такие глупенькие в субботу или в В воскресенье? воскресенье. В субботу они Воскресенье. тоже? Суббота работает. А, вообще. ну вот, да, мы в воскресенье у нас получился, там что-то выпал нам выходной, мы пошли закупаться. И просто приходим. Да, отписался, вижу. Да, Неинтересно. да, это Это не то, что я говорил. Ну, давай. Так да. вот, короче, и обломались, да, думали все-таки, может, где-то там дверька есть и можно пройти в Один Ашан. Но нет. Короче, что еще рассказать? Про Польшу, что там, про что нас удивляет, вот какие-то же вещи. Музеи, кстати, мы вот все в музей хотим сходить, но Да, пока... тут очень много Да, музеев. да. Но пока у нас не получилось туда дойти. Мы как-то пошли, но уже было 4 вечера, и мы такие думаем, блин, уже Ну, мало мы времени. раза два только у нас были. Да, ну ничего, я думаю, что в 6 дней, которые у нас будут выходные рождественские, я думаю, мы куда-нибудь сходим. Мы, конечно, хотели куда-нибудь съездить, может, в Германию, там еще куда на пару дней. Но, типа, посчитали, что это по деньгам будет, ну, типа, не очень выгодно. Тем более, что... Не, на самом деле, недорого будет. Недорого, но если ты живешь, уже все у тебя четко, работка, все Да, есть. да. Да, но пока мы непонятно, что у нас дальше с Амазоном или другую работу, короче. Поэтому пока мы поприжали свои финансовые расходики, да, ужали, чтобы они не запели. Ну, все, думаю, да? Да, ну, блин, мне кажется, на телефон, конечно, посмотреть, что там. Какой-то, блин, Что? Ты хочешь зайти через свой телефон и посмотреть эту трансляцию? Да, боже, нет, Давай конечно. посмотрим. Эту, заметки, пожалуйста. Сейчас посмотрю, чего. Это же очень важно, чтобы сказать, что я хотела. Так. Сейчас мы тут пальцами, конечно, прикрываем. 29 минут. Так. Это перекати, наверное. Так. Ага. Кстати, вот то, что у нас здесь же карантин в Польше получается, и у нас визы до там середины февраля, а из-за карантина они у нас автоматически продляются. Но, по-моему, с января будут такие законы, что если мы вот по карантину, да, вроде все законно остаемся, но на побыту карту мы не сможем податься. Поэтому, да, надо скорее это всем заниматься этим. Так, и... Кстати, мы тут видели, мы в 5 вечера шли, там, по-моему, в Ашан или из Ашана, или даже на работу еще ехали. 2 раза такое было, что прям там снег, еще что-то, а люди там, рабочие ставят, как это сказать, колышки к деревьям, да, вот эту, как опора, да, на так и зиму, короче. называется. Просто, вот, ну, тут большие деревья, да, их не надо, но там молодые деревья, они прям все вот колышки, очень красиво это выглядит, все так цивильно, не Да, знаю. еще видели, что копали какой-то бассейн, да, или что там было, да, помнишь, типа озеро, да? Экскаватор внизу стоял, и они все деревья вокруг обделали деревом. Да, чтобы их не поранить. Досками отбили, вообще, чтобы да. их не поранить. Да, это было прям, ну, круто, что они заботятся, да, о деревьях. Ну, в принципе, все, да, мы так сказали. Ну, Может, если есть вопросы, пишите. Отличный опыт, ответим. да, и, в принципе, было бы... Да, мы так переживали, короче, такое какое-то... Ну, давно никогда не снимаешь видео, просто как-то отдаляешься, уже немножко забываешься. Вот, хоть и нас и смотрит один человек, но я думаю, что нас потом еще кто-нибудь посмотрит, но нам Вы приятно сами было. смотреть. Да. Потом через время, мы, кстати, это и для себя делаем, правильно? Конечно. Потом так будет прикольно смотреть видео. Наши как дети мы... будут нам дизы ставить. Ну, у нас А ты знаешь, что отстой сейчас дизлайки нельзя ставить? Ну, Да, можно, да. но они не отмечаются в Почему? YouTube. Не знаю, отключили. Типа, чтобы не... Количество лайков ставить. показывают, а количество дизлайков не показывают. Нам будут говорить наши родители. Ну все, да? Ну да. Потом, когда у нас будет новое обновление, опять запишем, может, какое-нибудь видео пойдет погуляем по ярмарке, да, или на Рождество. что-нибудь Кстати, можно записываем. сделать прямой эфир на ярмарке, да? Да, кстати, удобно. Потому что, знаете, тоже так монтировать. Потом я помню, реально просыпалась в 4, в 3 утра и по 8, там, ну, по 4 часа каждый день, там, еще и днем, там. Короче, кучу времени я тратила на это, чтобы вот это все сделать. А так с прямым эфиром круто. Можно сразу выкладывать быстренько.
Так что давайте, всем, кстати, спасибо, еще раз спасибо всем за комментарии, которые вы нам пишете. Это очень круто, приятно, правда, очень приятно. Так что все, до встречи, всем хорошего дня. Мы пойдем, что мы дальше, кстати, будем делать? Гулять, есть. Мы, кстати, зашли в Горцину, да, как-то так Горцина называется. Я даже не понял, что там. Мороженое там, и мы взяли горячий шоколад. Лоды, по-польски да. мороженое Да. лоды. Взяли по шарику и горячий шоколад. Настоящий горячий шоколад. Да, прям Нигде мы такая чашка. не пили, да. Да, и сверху сливки или что это? Да, было? сливки, взбитые сливки. Толстые сливки, жирные, да? Ну, сливки, наверное, были лишние, а горячий шоколад был супер. Ну, прям вот настоящий. Да, мы в 2 местах брали, но в одном мы взяли какао, но вообще было такое... Вообще Везде не пишут горячий. горячий шоколад, Да. но это не горячий шоколад, Это реально просто теплое разбавленный. что-то. Теплое и не Да, шоколад, да, это и не разбавленный шоколад. типа Несколько, что-то Ага, такое. да. И вот реально он был теплый, понимаете, мы хотим согреться, да, горячий шоколад, все такое, а пьешь просто как что-то теплое и все, масса. Да. Было очень обидно. Теплый шоколад. Да, теплое но мороженое, какао. да, мороженое было вкусное. Мороженое Ладно. везде тут вкусное, да? Да, да. Ну, Наверное, все. да. Все, Для всем начала пока. пойдет. Peace. Да. Я, кстати, хочу передать привет моей маме, моим братикам, сестрам. И девчонка, кстати, из Бенетон. Одна девчонка мне все говорила, что хочет, Может, чтобы это мы она? видео сняли. Да. Ира и Женя, это директор. Всем привет. Прикольно, что вы смотрите нас. Вообще, всем спасибо, кто нас смотрит. И семье Вартана тоже привет. Маме, папе, братикам, сестрам. Всем привет. Санамка, привет. Всем привет. Все, всем пока. Целуем. И выключаем.